newcomers. Всем привет, меня зовут Вильвина, я зависимая, и я хочу всех поприветствовать и поприветствовать новичков. Anyone who may be coming back from a relapse, anyone who may be celebrating some clean time. Приветствовать всех, кто, возможно, вернулся из срыва, всех тех, кто празднует какой-то юбилей чистого времени. Because our message is that an addict, any addict, can stop using drugs, lose the desire to use, and find a new way to live. Потому что наша весть звучит так: зависимый, любой зависимый может прекратить употребление, потерять желание употреблять и обрести новый путь в жизни. Today I have 19 years, 4 months, and 24 days clean. На сегодняшний день у меня 19 лет, 4 месяца и 20 с лишним дней чистоты. And I was told that my topic today is living the program. И мне сказали, что моя тема сегодня — это «Жить программой». So there are actually 3 places in our literature that talk about living the program. В нашей литературе есть три места, где вот идет речь о том, как жить программой. We have in our basic text, chapter 9. В нашем базовом тексте, глава 9. We have the IP, living the program. У нас есть IP-шка, вот, «Жить программой». And we have our 10th step, which talks about continuing our personal inventory. И у нас есть наш 10-й шаг, который говорит нам о том, чтобы мы продолжали нашу личную инвентаризацию. So if you're new and you're not up to your 10th step and you haven't read chapter 9, И поэтому, если вы с нами недавно, и вы еще не дошли до 10-го шага, и еще не читали 9-ю главу нашего базового текста, I'm here to tell you that living the program has no expiration date. я хочу сказать вам, что вот жить программой никогда не поздно. And that in the chapter, it tells us if we maintain our spiritual condition daily, we find it easier to deal with pain and confusion. И вот в 9 главе нашей литературы там есть такие слова о том, что если мы поддерживаем наше духовное состояние на ежедневной основе, нам легче справиться с болью и с какими-то сложностями. My spiritual condition is my most valuable asset. Мое духовное состояние — это самое ценное, что есть у меня. And if I have spiritual stability, I can deal with any situation in my life that has chaos or drama. И когда у меня есть вот духовная стабильность, да, внутренний баланс, я способна справиться с любой ситуацией в своей жизни, с хаосом, с драмой. I know these are difficult times around the planet. Я понимаю, что сейчас непростые времена на нашей планете. But our step work tells us that being able to take a spot inventory in the moment helps me to deal with anxiety and fear. Но в нашей работе по шагам говорится о том, что когда мне удается в настоящем моменте заниматься своим духовным состоянием, у меня лучше получается справляться с тревогой. So when we first come to Narcotics Anonymous, the inventory process starts when they ask us to get honest about ourselves. Когда мы впервые приходим в анонимные наркоманы, процесс инвентаризации начинается с момента, когда от нас требуется впервые честно признать свою проблему. I know that when I was using, I didn't want to know about any honest feelings that were happening with me.
Когда я употребляла, я не хотела признавать никакие чувства, не хотела знать ничего об истинных чувствах, которые я испытывала тогда. I I needed to push all reality away, and I needed to control uh, things that were happening around me. Мне хотелось подальше уйти, убежать от реальности и от всего, что происходило вокруг меня. Uh, I know that when I first came into NA, I felt trapped by my feelings. И когда я впервые пришла в АН, я оказалась в ловушке своих чувств. And the gift of today allows me to go through my feelings and survive my emotions. Сегодня у меня есть вот этот подарок, дар, с помощью которого я могу проживать свои чувства, переживать свои эмоции. So in the IP, it helps me to understand the things I can look at on a daily basis. В IP, с помощью IP я могу понимать какие-то вещи, которые происходят со мной на ежедневной основе. The first question it asks me, am I clean today? Первый вопрос, чистый ли я сегодня? Was today a good day? Был ли сегодняшний день хорошим? Was I good to myself? Был ли я добр к себе? I know when I was new, I had a habit of saying very bad things to myself. Когда я была в начале моего пути, у меня была такая склонность говорить самой себе очень плохие вещи. I would beat myself up and say very bad things to myself if things were undone. Я ругала себя, я наказывала себя и говорила себе очень нехорошие вещи, когда я что-то не выполняла какие-то задачи. So a big part of my first step application in this inventory is to be kind to myself and put complete abstinence on saying bad things to myself. И вот часть первого шага в этой инвентаризации для меня заключается в том, чтобы быть доброй по отношению к самой себе и не наказывать себя, если что-то я делаю не так. In the IP, it asks me, can I accept myself as I am today? В IP есть еще такой вопрос, принимаю ли я сегодня себя такой, какая я есть. I still have some challenges accepting myself on a deep level. У меня по сей день есть определенные сложности с принятием себя на глубоком уровне. Because many times I feel that I need to present myself a certain way or dress myself up in a certain way. Потому что часто мне кажется, что я должна как-то преподнести себя каким-то особенным образом или выглядеть каким-то особенным образом. You know, the IP also asked me, was I able to put my trust in a higher power today? IP также, в IP есть такой вопрос, доверял ли я высшей силе сегодня. And I know now more than ever, the second step evidence that I'm going to be okay, I need to trust that. И сегодня я точно знаю, это вот как следствие работы по второму шагу, результат работы по второму шагу, что мне необходимо доверять, чтобы все было хорошо. Доверять, что все будет хорошо. You know, in the 10th step inventory, in the step working guide, it asks, did I talk to my higher power today? И вот в вопросах инвентаризации 10-го шага в нашем руководстве к работе по шагам есть вопрос, общался ли я сегодня с моей высшей силой. Most of the time,
I totally forget to talk to my higher power. В большинстве случаев я совершенно забываю поговорить со своей высшей силой. Most of the time, my higher power is the last person on my list that I talk to. В большинстве случаев моя высшая сила — это последний в списке тех, с кем я общаюсь. But a big part of my gratitude for being clean, I definitely owe that to my higher power that has given me grace and mercy. Но основная часть моей благодарности за то, что я остаюсь чистой, она все-таки направлена в сторону моей высшей силы, за ее милость, за этот подарок. And mercy is something that forgiving something I did not deserve. И вот эта милость, она заключается в том, что мне прощается то, что если я чего-то не заслуживаю, получается что-то, чего я не заслуживаю. And grace is giving me something that I don't deserve. Это благословение, благодать — это когда я получаю то, чего я не заслуживаю. So a big part of living the program for me on a daily basis is the application of my third step. Большая часть моей жизни программы на сегодняшний день заключается в жизни по третьему шагу. So my sponsor explained to me that when I apply the third step, I put the footwork in the moment of what I need to do in the moment, and then I let my higher power take care of the rest. Как мне мой спонсор говорит, что применение третьего шага заключается в том, что я делаю здесь сейчас то, что могу, остальное доверяю Богу. So an example of this is what is happening in my life right now. My son's father has stopped paying his child support. Excuse me, what does he have? Child support. Окей. В качестве примера я могу привести вот то, что происходит в моей жизни сегодня. Отец моего ребенка, он имеет частичную опеку над ребенком. So this child support helps to pay half of my rent. Это выглядит в форме алиментов, и это с помощью этих денег я оплачиваю половину арендной платы своей. So my third step is I put some papers into court. И мой третий шаг заключается в том, что я подаю документы, кое-какие документы в суд. And I have started to apply for work. И я начала искать работу. And when I do the actions I need to do on that day, then I can turn over the worry to my higher power. И я делаю это действие, я делаю то, что я могу сегодня, и это помогает мне отпустить вот этот контроль, страх и доверить это высшей силе. So one of the other parts of living the program is to recognize old patterns of acting out. Еще одна из частей вот этой жизни программы, да, это способность распознавать, когда я какие-то свои старые схемы поведения, когда я действую на поводу своих дефектов и этих схем. Recognizing defects that come up in my life in that day, in the moment.
Называть своими именами дефекты, которые управляют мной сегодня, в этом моменте. Defects like arguing, Например, там, склонность спорить, defects like making judgments about people, такой дефект, как выносить какие-то суждения по поводу людей, оценивать, isolating, изоляция, defects like acting out with spending, такой дефект, как излишние траты денег. So being able to look at myself in the moment, and it says in our 10th step, we're doing better than we're feeling. И вот быть способной наблюдать за собой здесь сейчас и действовать вне зависимости от того, как я себя чувствую, как говорится в нашем 10-м шаге. Living the program helps me to stay out of anger, resentment, and fear. Жизнь программы помогает мне оставлять в стороне гнев, страх и обиды. Which is the triangle of self-obsession. Это вот этот треугольник одержимости собой. And one of the ways I also do that is by trying to do some level of service every day. И мне удается также вот этому следовать с помощью служения, которое я делаю каждый день. In chapter 9, Living the Program, it says, service gives us opportunities to grow in ways that touch all part of our lives. В 9 главе нашего базового текста говорится о том, что служение дает нам возможность расти во всех областях нашей жизни. So there's different ways I can do service. Я могу служить по-разному. I know one of the ways that I can do that is to reach out and call a new person that I haven't seen at the meeting. Например, один из способов – это протянуть руку помощи и позвонить кому-то из тех, кто с нами недавно и кого я давно вдруг не увидела на собрании. It allows me to change my self-obsession in the moment. Это позволяет мне переключиться с зацикленности на себе в моменте. Our literature says that my negative sense of self is replaced by a positive concern for others. В нашей литературе говорится о том, что мое негативное отношение к себе можно заменить положительным отношением к другим людям. So when I express concern for a new person I haven't seen, I'm able to get out of my self-centeredness. Поэтому, когда я выражаю какую-то заботу, не безразличие к тому, кого я давно не видела на собрании, я переключаюсь из этой вот зацикленности на себе. Now more than ever, with all of the chaos around the planet, pandemic, fear, reaching out to the public to do that service is important. И вот сейчас, в это время, когда вот очень много, в эти непростые времена, да, на нашей планете, когда пандемия, и вот справляться с этим страхом мне помогает вот это служение. There is still a very important need to inform addicts in the community that NA exists. По-прежнему есть огромная потребность у людей в том, чтобы узнавать о том, что существуют анонимные наркоманы. And that is called public relations. Это называется связь с общественностью. And so making our helpline number
and meeting information available is a very important service. И вот, обеспечивать работу нашей телефонной линии, обеспечивать доступность расписания наших собраний — это очень важное служение. So I know that, you know, one of my favorite readings in Narcotics Anonymous is the Just for Today reading. И вот моя любимая карточка из тех, которые мы читаем на собраниях в анонимных наркоманах, это только сегодня. It reminds us that our point of view can change from a loner to a member. Она напоминает нам о том, что наш взгляд на происходящее может измениться со взгляда одиночки на члена сообщества. And it has some very, very important things that that I can continue to tell myself. И еще в этой карточке есть очень важные вещи, которые я продолжаю повторять себе. I guess also there are some important spiritual principles in the living the program and step 10. И вот в главе прошу прощения, в 10-м шаге жизнь программы в 10-м шаге включает в себя еще очень важные духовные принципы. Principles of vigilance, integrity, and self-discipline. Такие принципы, как бдительность, верность принципам и самодисциплина. And our basic text tells us we continue to do the things that are necessary to stay clean, even the things we don't like doing. В нашем базовом тексте говорится: мы продолжаем делать те вещи, которые необходимы, чтобы оставаться чистыми, даже если нам не нравятся они. So that could be calling my sponsor. Например, позвонить спонсору. Reading any literature. Почитать литературу выздоровления. Writing my step work. Пописать шаг. And sharing uncomfortable feelings at a meeting. И поделиться на собрании некомфортными, беспокоящими меня чувствами. It's also important to share good feelings and successes at a meeting. Конечно, на собраниях также важно делиться и положительными чувствами и своими успехами. Because sharing those things is sharing the hope that we get better and we recover. Потому что когда мы делимся подобными вещами, мы делимся надеждой, что нам становится лучше, что мы выздоравливаем. You know, our literature also reminds us that we need to keep taking care of personal responsibilities. Наша литература также напоминает нам о том, что нам необходимо продолжать нести какие-то личную ответственность. Because when we fail to do so, it can create a pattern that may lead us back to using. Потому что когда мы перестаем что-то делать из своей ответственности, это нас может привести к этот путь может привести к употреблению. So one of the big dangers in recovery is lack of daily maintenance. Sorry, daily what? Maintenance. Maintenance. Okay, got it. И очень важная часть выздоровления — это именно ежедневное поддержание, ежедневная какая-то работа. Lapsing into spiritual complacency, to become complacent in our recovery. В духовном плане, чтобы обрести вот эту уравновешенность.
And one of the things that has been important for me is to quiet the mind and find a way to meditate and let negative feelings go. Одна из важных вещей в моем выздоровлении было прийти к тому, чтобы научиться обретать тишину своего ума, тишину своих мыслей и медитировать. So one of the ways I quiet the mind is when I exercise, I'm able to just think about that. Один из способов, как я вот этот шум мыслей подавляю, для меня это занятие спортом. Когда я этим занимаюсь, я думаю только об этом. Or if I take a hot bath, I'm able to meditate and quiet the mind. И да, что-то тяжелое переживаю, мне удается успокоиться и помедитировать, успокоить свой ум. And I've also learned to step away from arguing, especially on social media. Также я научилась со временем ходить в сторону, когда какой-то спор происходит, не ввязываться в него, особенно в средствах social media, Facebook. особенно в социальных сетях, Facebook, например, не ввязываться в споры. So I don't have to rush in and correct people. Мне необходимо ни с кем бороться и никого поправлять, исправлять. I don't have to prove that I am right. Мне не нужно доказывать свою правоту. Our literature says we no longer need to make fools of ourselves by standing up for non-existent virtues. В нашей литературе говорится о том, что у нас больше нет необходимости выглядеть глупо, упираясь, настаивая на каких-то своих убеждениях. I can let other people be wrong. И я могу позволить дать другим людям возможность быть неправыми. So this is actually a great power and a very good comfort that I can make a statement and I don't have to defend that statement. И в этом заключена огромная сила, когда я могу что-то сказать, и мне не нужно отстаивать это мнение. And when I'm able to do that, then I don't have to apologize or admit that I'm wrong. Others can be wrong. И когда я это делаю, мне необходимо, когда мне удается так поступать, мне не нужно извиняться, мне не нужно признавать, что я не права. Другие тоже могут быть неправы. So I really love Narcotics Anonymous. I am so grateful for what it has done for my life and my family. И я действительно люблю анонимных наркоманов. И я очень благодарна за те перемены, которые произошли со мной, с моей жизнью, с моей семьей. It has helped me create boundaries with my son's fathers. С их помощью АН мне удалось выстроить границы с отцом моих детей. It has helped me to teach my sons how to plan and how to take a group conscience. Я научила своих сыновей планированию и формированию группового сознания. And by practicing this program, I am able to feel lovable about myself and to gain acceptance instead of feeling shame and guilt. И с помощью этой программы я сумела почувствовать, что я достойна любви,
Я сама достойна того, чтобы любить себя, и я достойна принятия вне зависимости от того, что я, бывает, чувствую стыд и вину. And while I know these times are very frightening, И вот я понимаю, что сейчас пугающие, непростые времена. if I'm able to apply my second and third step and keep the focus on myself in the moment, I know all will be well. И если я вот в эти времена, мне удается сфокусироваться на втором и третьем шаге и на себе, я чувствую, что я верю, что все будет хорошо. So I'm going to end with this. Just for today, I will be unafraid. My thoughts will be on my new associations, people who are not using and who have found a new way of life. So long as I found that way, I have nothing to fear. Я хочу закончить вот этими словами. Это слова из карточки «Только сегодня». Мои мысли будут о моих новых знакомых, о людях, которые не употребляют. Не могу вспомнить сходу. Пока я следую по этому пути мне нечего бояться. Спасибо. Thank you. Спасибо. Спасибо большое, Wilvena, за спикерскую, за опыт. Мы любим тебя и безумно благодарны тебе за то, что была с нами, поделилась своим опытом, столь ценным. Как бы для меня очень много это звалось, жить программой, потому что я понимаю, что без программы никак. Вот. Ребята, если у кого-то есть вопросы, можно в чатике поставить там 2 единицы, имя. Вот. Пока очереди нет по вопросу, можно просто включить микрофон, задать вопрос. Ксения переведет для Wilvena его, если не сложно. So now we have some time for questions. Да, Абу, давай, включай микрофон, задавай вопрос. Или пиши в чат. Я его зачитаю. Привет, меня зовут Абу. Короче, вопрос. Спроси у нее, какая у нее концепция высших сил. Спасибо. Hi, my name is Abu, and I have a question. What is your concept of your higher power? Well, my concept of my higher power is my higher power is there if I ask for help. My higher power is loving and caring. And my higher power is an entity I identify with from my early upbringing. So identify with what? The entity I identify with from my early upbringing. Окей. Моя высшая сила, она всегда доступна для того, чтобы я обратилась к ней за помощью. Она любящая и заботливая, и я ее идентифицирую с моим из раннего детства пониманием высшей силы, вот какое мне тогда было, и что-то вот откликается в те времена. My higher power is there if I ask for help. That's my concept of it. If I ask for help, my higher power has not let me down. И моя высшая сила рядом, если я обращаюсь за помощью. Она всегда рядом, она доступна, и она меня никогда не подведет. Maybe not in the moment, but if I don't act out and I hold on, my higher power has always shown up for me. Может быть, не сразу, не прямо в этом же моменте, но
Если я не действую на каком-то там сиюминутном порыве, беру паузу, моя высшая сила обязательно покажется и поможет. Thank you. Спасибо, спасибо. Ребята, еще у кого-нибудь есть вопросы? Мальчишки, девчонки. Есть еще один. Да, давай. Спроси ее, что она там рассказывала, что, короче, да, что она позволяет другим людям ошибаться, и потом, типа, как бы получается, что она себе позволяет. Ну, что она еще позволяет другим людям, что потом перерастает в то, что она себе, как бы, да, разрешает перепроживать. Ну, типа, поняла, как сложить? Попытайся там. Типа, что она разрешает другим людям, типа, ну, как бы, потом себе разрешать. Вот так. Okay, one more question. You told about that you learned how to let other people be wrong, and after that, like you can let yourself be wrong. And have you had such an experience, like letting others do something else, and then it helped you to let yourself do the same thing? I don't know if you get the question. Yeah, I think I understand. My sponsor explained to me also about my powerlessness and not being able to make anyone do anything. I used to have this problem with one of my son's fathers who did not want to stop smoking. And I did try to do everything. And nothing worked with that. Sorry, can you please make a pause? Excuse me. I'm sorry. Okay. Да, мне кажется, я понимаю, о чем вопрос. Моя спонсор как-то объясняла мне, что такое бессилие, и о том, что я бессильна. Мне было сложно это принять, особенно вот у меня история была с одним из отцов моих сыновей, который курил и не мог бросить курить. Okay. But it's a really big part of embracing my third step. I'm just responsible for my actions. And when I've stated my actions, I have to accept someone else is on their own path. И что касается бессилия, да, бессилие по поводу других людей, что я не могу, я не в силах заставить других делать то, что я хочу. И вот эта история с отцом сына. И для меня это про такое глубокое, тотальное применение третьего шага. Все, что я могу, это делать в свою сторону и отпускать. This is especially hard with children, right? Or your boss or someone in service, but sometimes I think a big part of recovery is letting other people make mistakes. Это особенно сложно с твоими детьми, знаете, или, например, с начальником на работе, или с кем-то, с кем я служу. Но иногда просто необходимо дать другим людям совершать их ошибки. And to respond in a loving way, even if they do make mistakes. И относиться к ним, отвечать им с любовью, даже если они совершают ошибки. Я так понял. Thank you. Спасибо, да, за ответ. Там на очереди Марьяна с Хельсинков. Добро пожаловать, задавай вопрос.
На каком периоде чистоты она вот это вот поняла и осознала, и стала настолько спокойной, что она дает людям делать ошибки и не вмешивается в это? Okay. How much clean time did you have when you reached such a state when you became able to let others make their mistakes and be serene? That's a good question. I'm sure I had over 10 years clean. I'm sure I had over 10 years clean. And I definitely think it had more to do with also accepting that I'm going to be okay, that I'll be okay, even if I don't like the answer. Ну, я уверена, что 10 лет чистоты у меня уже было к тому времени точно. И для меня это еще связано с тем, с принятием того факта, что даже если я не услышу того, что я ожидаю, я буду в порядке, я буду в порядке. Thank you. Спасибо. Следующая на очереди Лена. Лена, задай вопрос. Привет, Лена Зависимая. Спасибо за спикерскую. И у меня вот такой вопрос по поводу важности программы в жизни. Вот она помогает оставаться трезвой, помогает идти по какому-то духовному пути, поиску. Но вот было ли такое, что происходили какие-то события, на которые ты не могла повлиять, и в которых нужно принять какое-то решение? Вот. И очень сложно понять, какое решение принять. То есть, если уточнить, вот сейчас ситуация, в которой, возможно, там я останусь закрытой в стране, которую отключают от всего мира, и у меня есть паттерн постоянно бежать от всего. И я его вот сейчас осознаю в общении с другими людьми, и был паттерн бежать из разных городов, и из страны я уезжала много раз. И вот сейчас я не понимаю, какое решение мне принять, потому что для меня уехать — это еще и действовать по-старому, и как бы бежать от реальности. И я не понимаю, правильно ли не делать ничего, вот этот инструмент паузы. Были ли у тебя случаи в жизни, когда ты использовала программу для принятия каких-то важных, сложных решений в жизни? Как ты это проходила? Спасибо. Okay. Okay, my name is Lena, and I'm an addict. I will try to make it shorter. So I have a question about the importance of the program, of living this way, of following this spiritual path. The thing is that right now I have a situation in my life that I need to take a hard decision, whether to leave the country, which might be seized from the whole world sooner or later, and it's hard for me to understand which decision would be right for me, because I have such a pattern in my life, like running away from problems, living, changing cities, and running away from the reality. And this situation reminds me of my past experience, and I think that it could be like acting out in an old way for me. So, Wilvena, did you have any situation in your life, an experience when you had to take a hard decision and you used program to take this decision? If you had, how did you do so?
I did have a tough decision like that. I am a domestic violence survivor, and there was a time when I was being physically abused in my house in front of my children and my 3 sons, and I had to make a decision to take my 3 sons into a domestic violence shelter and leave my things behind until we went there. It was extremely difficult, and I made this decision. This was the time that I did talk to my higher power. This was the time that I asked my higher power, and the answer that I got was that I did not deserve to live my life with this pain, and that I needed to take action to do that. В моей жизни было подобное непростое, сложное решение. Дело в том, что мне необходимо было принять такое решение. Дело в том, что я являюсь жертвой домашнего насилия. Я подвергалась насилию, меня избивали перед глазами моих 3 сыновей, и мне необходимо было принять решение уйти с детьми, забрать детей и уйти в приют для жертв домашнего насилия. И прежде чем уйти, мне потребовалось время, чтобы принять это решение. Я молилась, я обращалась к моей высшей силе за тем, чтобы она мне указала верное решение. И я услышала это решение. И этим решением было то, что я не заслуживаю того, чтобы жить в этой боли. И я ушла. Thank you. Thank you. Окей, спасибо. И Люсьен, следующий на очереди, задавай вопрос. Привет всем, спасибо за спикерскую. Меня зовут Люся, зависимая. Скажите, пожалуйста, в общем, я сейчас четко вижу то, что вот у меня зависимость, она проявляется там в еде, да, в общении там с противоположным полом. Ну, и я не знаю, как вот, было ли у нее такое, и что она с этим делала, потому что, ну, когда я начинаю есть вредную еду, я прям очень четко вижу, ну, отслеживаю свои мысли, и начинаю чувствовать вину за собой, а потом упорно заниматься спортом, и ударяясь в этот спорт, голодаю, потом опять ем, ну, короче, прям вообще очень ужасно. Было у нее такое, что она с этим делала, скажите, пожалуйста. Okay. Hi, my name is Luciana. I'm an addict. Wilvena, thank you very much for your share. And I have a question. The case is that my addiction shows up in food behavior, like, and in relations with opposite sex. But actually, talking about food behavior, overeating, it really disturbs me a lot. Like I overeat, then I compulsively exercise, then I overeat again, then I feel guilty. Have you had such an experience, and how did you deal with it? Yeah, those experiences are step 1 issues to me. And understanding that with food or with smoking or sexually acting out, I have to learn how to apply complete abstinence to certain things and to find a balance in those things, that if I'm causing myself harm, because and in the moment, I'll just use this example. So I didn't do any exercise for 2 weeks, but then today I said, today I'm going to do 1 set of exercise. I'm not going to make myself crazy. I'm going to do 1 set of, 1 body part. And I did that. And then I
told myself that's a good thing. And then tomorrow I'll decide if I'm going to do something else. So, you know, and then also, if I have food that's no good for me, I'm not going to buy that. I'm going to, because you know what, certain food is going to cause more craving. So I'm going to substitute that with other kinds of food. And the last thing is, instead of acting out with the guy, I'm going to either go to a women's meeting or I'm going to call my sponsor and tell her. Для меня все эти проявления зависимости, это, конечно, для меня решение лежит в первом шаге. Мне необходимо полное воздержание от каких-то вещей. Мне необходимо соблюдать баланс в какими-то вещами. Приведу пример, касающийся занятий спортом. Например, я 2 недели не занималась спортом, и вот сегодня я решила позаниматься, и я решила сделать только какой-то один сет на определенную группу мышц. И для меня это про баланс, про то, что я не про крайности. Сегодня одну группу мышц, завтра другую. Что касается еды, я просто не покупаю какие-то виды продуктов, потому что они у меня вызывают это вот ненасытное желание употреблять эти продукты. Какие-то продукты я заменяю другими. Что касается сексуального, да, какой-то истории вот с противоположным полом, где проявляется моя зависимость, в очередной раз, когда мне хочется это как-то на уровне действий проявить по отношению к какому-то парню, вместо этого я могу пойти на женское собрание анонимных наркоманов или позвонить спонсору. Спасибо большое. Thank you. Спасибо всем за вопросы. Там больше по очереди мой вопрос. Привет, меня зовут Витя, я зависимый. Тоже благодарен за спикерскую. И такой вопрос, немножко странненький, возможно. Но на каком этапе ее выздоровления мне пришло осознание того, что, ей надо свое выздоровление выстраивать вокруг, точнее, свою жизнь вокруг своего выздоровления. То есть, для меня этот этап занял почти год, да, чтобы я полностью выстроил свою жизнь вокруг выздоровления. Сколько у нее это времени заняло? И такой еще вопрос, были ли неудачные попытки ее выздоровления? Если да, то сколько ей времени в общем понадобилось для того, чтобы полностью жить по принципу «Жить программой». Вот такой вопрос. Спасибо. Hi, my name is Vita. I'm an addict. Thank you for your share. And I have a question that might seem weird, but still, how long did it take you to put your recovery in the very center of your life, like make it the most important part, the most important thing in your life? How much time did it take you? And the second question, did you have any bad experiences, or did you start your recovery and it went well from the very beginning, or you had some relapses? What was your story? Yeah, that's not a weird question. Actually, my clean date changed 3 times since 1986. And the third time, I had multiple seizures from cocaine, overdose and smoking crack. And I recognized that it was getting so much worse. It was so much harder when my clean date changed last time in 2002. And that is 100% when I put Narcotics Anonymous in the center of my life. And I made 3 meetings a day. I got service commitment. I took step work very seriously. And I proved to myself that there's no successful way to use. I had to prove that to myself.
So, yeah. Ну, это не странный вопрос. Дело в том, что моя дата чистоты менялась 3 раза. Я срывалась, и у меня были множественные передозировки. Я много раз отъезжала от передозировок кокаином, крэком. И последний раз я считаю, что я действительно, последняя моя дата чистоты в 2002 году, это вот момент, когда я действительно поставила выздоровление в центр. Я ходила на 3 собрания в день, я взяла служение, я всерьез занялась работой по шагам, и у меня уже не оставалось иллюзий, что я могу успешно употреблять наркотики. Thank you. Очень большое спасибо за ответ. Очень призвался. Ребята, есть еще у кого-нибудь вопросы? Может быть. У нас еще есть немножко времени. Но если нет, тогда сейчас я минутку подожду и, наверное, будем отпускать и Ксению, и Wilvenu, если ни у кого не будет вопросов. Саш, зависимость. Спасибо служащим группы. Спасибо, Ксении, за перевод. Спасибо за спикерскую. Вопрос такой. Что она на сегодня делает для своего выздоровления? Сколько она собраний, там, к примеру, посещает? Пишите шаги, есть ли подспонсорные? Много ли у нее служений? Спасибо. Okay, thank you for your share. And the question is, how much do you do for your recovery today? How many do you have sponsees? How many sponsees do you have? How many service commitments do you have? Do you still do the step work? And how many meetings do you attend per week? Okay. I have about 6 sponsees. 2 of them are in Europe. 1 is in Australia. And 3 of them are in the United States, but only 1 is in the borough where I live. Go ahead. Да, у меня 6 подспонсорных, 6. 2 из них живут в Европе, 1 в Австралии, остальные в Штатах, и лишь 1 из них живет неподалеку от меня. I actually have a lot of service commitments. I'm an alternate delegate for Eastern New York region. I'm the zonal public relations chair. I'm the local Manhattan area public information chair. Yeah, that's and then I'm also on some work groups in other parts of the country. И у меня на самом деле много позиций служения. Я служу в СО на уровне местности, на уровне зоны председателем и на уровне района в городе. Также я участвую в нескольких рабочих группах. I attend about 3 or 4 meetings a week. Я посещаю 3-4 собрания в неделю. And right now I'm on my 4th, 6th step. И прямо сейчас я работаю по своему 6-му шагу в 4-й раз. And I talk to my sponsor maybe every 2 days. И я звоню моему спонсору примерно раз в 2 дня. Thank you. Спасибо. Спасибо. Есть еще у кого-то вопрос, ребята? Тут я думаю, что Wilvena тоже хочет присоединиться. У девочки Лены сегодня 5 месяцев. Мы можем ее поздравить. Я думаю, что Wilvena будет рада этому событию. One of the members of the meeting tonight, Lena, has her clean anniversary, 5 months clean. Yay!
Леночка, мы тебя любим. Спасибо, что ты с нами. Спасибо, что ты служишь с нами. Мы любим тебя. Я думаю, что мы можем вас тогда, ну, если у ребят уже нет вопросов, потому что все молчат, я думаю, что мы можем и Ксении тебя отпускать, и Wilvena. Wilvena, еще раз спасибо за спикерскую, спасибо за опыт. Долгих лет чистоты. Wilvena, thank you so much for your experience, for your share. Thank you. I wish you all the best. A lot of clean time ahead. Okay, we may go? Мы можем идти, да? Да, вы можете идти. Окей. Как бы мы тут дальше уже... Окей. Сейчас мы будем голосовать за тему на следующее собрание. Процесс голосования, сейчас зачитаю 3 темы, которые я подготовил.